5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Ще погать. Вітаю вас у своєму саду знов. Я Світлана. Сьогодні у нас отак сонячно, дуже яскраво. І я спішу показати вам свої єлі канадські. Почти не зима, да? Плюс 7 градусов у нас. В руках у меня рулетка, специально взяла. Замеряю вам размеры, какие приросты, покажу и расскажу все. Идемте. Настроение хорошее, почти весеннее. Будет интересно. Так, мышка, ну идем показывать самую простую канадскую елочку. Она появилась первая в нашем саду, как я рассказывала. Сажали мы недалеко от дома. Мышка, только вы мне ту и будете портить. Недалеко от дома, чтобы была перед глазами, заборов не было. И я из окошка могла за ней наблюдать. И от диких зверей спасать, если что. Мы сетку ставили первое время, обычную металлическую сетку. Елочка канадская. Так, сейчас у меня тут карликовые всякие посажены. Я про этот миксбордер, кстати, рассказывала вам. Есть видео, оставлю ссылку. Смотрите, какой она высоты. Я специально ее померила, чтобы было наглядно вам что сказать. Сейчас ее высота составляет 1,39 м. В прошлом году она была где-то 1,15 м, 1,18 м, по-моему, до 1,20 м. Вот так выросла. А была, знаете, какая? Вот такая. У меня где-то есть видео, не могу найти. Мы ее на ладошку поставили в горшочки и сказали, ну что, передадим своим внукам в наследство, пока она еще вырастет. Потому что заявлено, что у нее приросты совсем небольшие. Эта елочка в высоту растет ежегодно где-то 8, а в ширину 5-6 сантиметров. Но во взрослом возрасте, берется, допустим, 20 лет, она будет около 2,5-3 метров. Я думаю, у меня больше. А в ширину 1,5-2. Будет такой широкий конус. И я видела видео, действительно, она такая и есть. И вы мне в комментариях писали, в каком-то ботаническом саду она очень широкая и действительно около 3 метров. Не знаю, что я буду делать. Наверное, если что, буду убирать карликовые и часть газона убирать. Когда это будет, надеюсь, что подрастет. Мне она понравилась, потому что у нее такие коротенькие иголочки, очень интересно сложены, где-то миллиметров 10 всего. У всех канадских елочек такие иголочки. Тоненькие, красивенькие, плотная крона. И такая у нее она не регулярная, а много побегов. Эта елочка у меня растет в один ствол. Сейчас покажу подружку, я ей купила точно такую же спустя год. Так вот, там была небольшая проблема. Формировать их не надо. Эти елочки в Европе считаются лучшим вариантом новогодней елки. Я не знаю почему, соглашаться с этим или нет, я подумаю. Мне кажется, на Новый год я бы другую себе купила, если бы выбирала первый раз. По уходу все канадские елочки надо от клеща особенно усердно обрабатывать. Может быть, из-за того, что у нее такая плотная крона и паутинный клещ. Будет у нас ветер, поэтому у меня на голове я не знаю что. Так, охрана моя работает. И поэтому, наверное, паутинный клещ среди иголочек может там, натворить делов.
нехороших. Я обрабатываю, в принципе, весь сад регулярно, весной особенно. Осенью паутинный клещ уже вряд ли там активизируется, а весной, май, июнь, апрель, обратите внимание на свои канадские елочки. Я одну вам покажу, купила ее, и она была пролечена, но что с ней случилось после поражения как раз клещом, покажу вам. Ну что, по почве суглинки, слабокислые, единственное, пишут, у меня такого нету, она подгорает после сильных морозов. Если земля замерзшая, а солнце в феврале уже сильно обжигает иголочки, и она может подсыхать с одной стороны. Через несколько участков от нас я ходила в сад, любовалась растениями, соседка пригласила, и она говорит, что елка канадская у нее подгорает, и она затенена. Как раз вот с этой стороны, где у нас сегодня солнышко. Погода просто шикарная. Идемте, сейчас переставлю штатив и к подружке к ее подойдем. Она всегда зелененькая, у нее особо красиво молодые приросты, как у всех хвойных. Молодые приросты, яркие, мягкие, такие лапки красивые. Ну, идемте покажу вторую елочку. Ну и вот в этом же микс-бордере я посадила подружку ей спустя время. Тоже ель канадская, обыкновенная. Минжулеп, вы посмотрите, как разрос. Про минжулепы я вам расскажу. Такой интересный можжевельник. Прямо прелесть. Я смотрю, что он не на мою канадскую ель. Но он у меня будет под формировку, поэтому, думаю, они подружатся. Вот эта канадская елочка, точно такая же, как ту, что я вам сейчас показала. Высота у нее сейчас метр 13. Вот такие у нее вершины. Сейчас опять две. Что же с ней не так? При покупке обращайте внимание, чтобы вершина была одна. То есть в определенном месте начинает раздваиваться две веточки, расти параллельно. У меня это было ниже. Сейчас уже и не найдешь, где это было. Она у меня такая поросла где-то год. Покупалась тоже вот такусеньким. Я посмотрела, та быстро растет. И эту покупала такого же размера. Думаю, зачем переплачивать как бы. Нарастает хорошо. Из всех канадских елей самая быстро растущая. Так вот, характеристики все те же самые. Я хотела вам сказать по вершине. Если все же выбрали, не посмотрели с двумя вершинами, вовремя одну отсекайте. Вот тут я тоже. Можно или уменьшить по высоте, или прямо от ствола усечь. Там смотрите по ситуации. Бывает, что в самом низу такое начинает происходить. Такое лучше не берите. С двумя стволами она будет медленнее расти. Она будет шире, соответственно, по диаметру внизу, из-за того, что два ствола, и медленнее расти из-за чего? Из-за того, что силы будут как бы на две елочки, как сиамские близнецы, будет две елки спаренных внизу. Такое лучше не делать. Но лучше всего, конечно, в питомнике обращайте внимание при покупке, чтобы правильно было. Такая же красивенькая, хорошенькая. И почему я покупаю по два растения? Мне кажется, им так не грустно расти. Они перекликаются между собой. Ну, я стараюсь так делать. Мне нравится в саду. Это, конечно, на вкус. Про коллекцию растений в саду я вам еще расскажу. Про сады коллекционные и про сады для жизни. Так вот, у меня не коллекционный сад, а сад для жизни. Чтобы было приятно гулять по нему, смотреть растения, а не отвлекаться на всевозможные сорта хвойных. Ну, это тема другого видео. А сейчас идемте, покажу вам другую, очень красивую маленькую канадскую елочку Sanders Blue. Пока мы будем идти к моей канадской елочке. Мышка, будешь показывать елочку? Я вам покажу. Был вопрос, еще не успела, как сказала, ответить. Отвечу сегодня вечером, а сейчас прямо наглядно покажу.
что вы перепутали, где у вас пирамидалисы, где у вас нано. Так вот, хочу наглядно, я сделаю отдельно видео потом, ближе к весне, они будут зелененькие, салатовые, красивые. Вот это туя пирамидалис. Вы видите, пирамидальной формы, высокая ауреа пирамидалис. Чтобы продолжить эту же аллею, вот сюда, неправильно, наверное, вам видео показала в прошлом. И вот это по скидке купленная ауреа пирамидалис. Ауреа – это значит золотистый оттенок хвои, салатово-золотистый. Высокий, красивый. И она у меня в 2 ствола. Я, кстати, не нашла в 1 ствол. Там их было 6 штучек или 7. И все такие были несчастные. Ну ничего, будет у меня двухствольная. А вот сюда высажены 2 ауреа нано. Нано значит карликовая форма. Яйцеобразная. Тоже будет салатовая, красивая. Но высотой не 5 метров, как вот эти, а где-то 1,5-2. Но вы мне писали, что может даже и больше 2 метров. Теперь, думаю, вы поняли. 2 ауреа нано. Это разные туи. Вот это и вот эти, они разные. Не запутайтесь. Нано значит маленькая. А еще скажу, я вчера, даже ночью, в обед вспомнила, у нас вчера и дождь, и ветер, такая погода. Про мышей не давала мне покоя. Почитала. Спасибо за подсказку, за рекомендацию, что надо деготь. Сегодня мы там будем выезжать. Хочу поискать этот деготь, потому что едят мыши. Я утром вчера проснулась, в сад бегом, и опять 2 новых норы. Я посмотрела, подумала, почему так. Во всех остальных местах мыши у меня не едят. Ни тюльпаны. Видите, тут прямо целая аллея. Просмотрела весь сад, нигде нету. И сделала выводы, что, во-первых, во всех остальных местах у меня было замульчировано сосновым опадом. Сосновым опадом. Мыши в сосновый опад не идут. Второе, что тут высажены тюльпаны ботанические и не мускари, а гиацинты. Нет, не гиацинты. Крокусы ботанические высажены. Я вам осенью показывала, рассказывала. Они маленькие, сами луковки, поэтому не глубоко посажены. И мышки их легко вырыть. Все остальные, вот тут у меня и лилии, и все растет. Они же глубже на 3 высоты луковицы. И Света вчера под дождем, под ветром побежала, набрала сосновых иголок, сосновых веток, но надо еще положить, и все тут замульчировала. Ну, хочу сказать, наверное, с десяток, а может и больше, было съедено. Прямо росточки тут валялись. Но деготь все равно положу. И прошла, посмотрела по всему участку. Мия, что вы высматриваете? Во всех остальных местах все нормально. Ну а сейчас про вон ту малюсенькую елочку. Я даже штатив на камеру не буду ставить, покажу вам так. Она очень маленькая. И вот это, кстати, тоже пирамидалис ауреа. Ауреа это золотистая, лимонно-золотистая. Так, про вот эту елочку канадскую, голубую, Сандерс Блю. Так, вот эта елочка маленькая такая, она куплена у меня тоже была 20 сантиметров. Вот если мы сейчас прислоним мою рулетку, мы увидим, что она 30, уже 30. Была меньше, конечно, куплена, но зрительно она не увеличилась в размерах. Мне так кажется, но это, наверное, по сравнению с другими растениями. Что у нее интересного? Смотрите, она аналогично своей старшей сестре имеет очень плотную такую
прямо плотную крону. Иголочки с веточками очень переплетаются даже как бы между собой. Эта елочка очень карликовая. Самая маленькая будет сантиметров 70, может быть 80. Приросты у нее всего 2-3 сантиметра. Вот эти голубенькие. Сизо-голубые. Когда она потом уже отцветет весной, ну, отцветет образно, у нее зеленоватые, конечно, такие иголочки. А при молодых приростах, не знаю, то ли она сейчас, что ли, растет у меня, голубоватые, видно даже и сейчас такие на краешках веточек голубоватые приросты. Миниатюрная, к почве такие же требования, к обгоранию. Можно ее закрывать, если она у вас прямо на солнечном месте растет. Обязательно вот такие малюсенькие растения от паутинового клеща. Только солнышко пригревает, апрель, май, не забывайте. Повреждаются такие коники, так особенно. Ну, что еще хотела сказать? По удобрениям. При посадке удобрения можно, конечно, первый год, можно второй. Я только при посадке положила. Больше никакими я ее не удобряю. Для хвойных, кстати, азотные удобрения вообще неприемлемы, потому что мы стимулируем рост мая. Надо пробежать было азотом. То есть быстро идет в рост. А не у всех хвойных одревесневают вот эти молодые побеги, успевают. У лиственных-то быстрее нарастает, да? До метра может побег нарастать, а у хвойных нет. И не успевает вызреть. И поэтому ожоги случаются у хвойных холодом. И так, ну что тут? Вы мне не дадите рассказывать. Вот такая она маленькая. Так что хвойным, если вы решите по кроне, то только в мае, наверное. В конце апреля, в мае можно плантафол 20-20-20. Даже есть удобрения, но лучше раньше. И один раз, не больше. Так, игры без драк. Вчера такая драка у них была, разборка. А вот смотрите, нарцисс какой-то. Он у меня и в снегу был. И зеленый, и в холод. И у нас минус 15 2 раза ночью было. Вырос. Так, ну а сейчас давайте показывать следующую канадскую елочку. Вот эту. Это елочка канадская Mine Gold. Елочка Mine Gold канадская очень похожа на свою сестру коника. Единственное, чем она хороша, в названии сказано Mine Gold. У нее молодые приросты золотистого цвета. Я вот ее померила, она у меня 92 сантиметра. Разойдитесь отсюда. Не дают мне показать, рассказать. Что же с ней не так было при покупке? Покупалась она. Она такое покупалась. Она почти не наросла в прошлом году, весной прошлой, в мае, в конце мая. Мне честно сказали уценка, потому что елочка была на лечении, больная. Смотрите, видите, опали хвоинки по веточкам. Это ее повредил паутинный клещ. Не досмотрели. Плотно стояли растения в питомнике. Видимо, обработок ей мало доставалось где-то. Но при покупке она уже была здорова, но совершенно не наросшая. Конец мая, у нее еле-еле те приросты были. Привезла я ее, высадила еще раз от клеща. Вермитеком обработала. Через 2 недели еще раз, на всякий случай, чтобы в саду никаких не было болезней мне от растений. Сразу, когда покупаете, конечно же, обработки проводите. Вот так она будет тут у меня в этой зоне сада. Угол, как бы акцентировать угол и проход сюда к теплицам. Там на заднем фоне у нас шумы сегодня, ну, более приятные. Вадим Петрович режет камень, поэтому шумно.
Что хотела сказать. По высоте она будет, значит, где-то метр полтора. Но если она у меня сейчас уже такая, она что, уже не вырастет? Вырастет, я думаю. Я думаю, она до 2 метров будет. Иголочки у нее такие же темно-зеленые, крона плотная. Видите, не видно иголочек. И вот опять эта же история. Вот. Ух, я проглядела. У нее прямо низко второй ствол. Но тут что можно сделать? Тут вот так вот отсечь этого лидера и оставить один главный, центральный. Будет пышненькая, красивая, коническая, правильной формы. Елочка нравится. Вот такими я вам показываю сейчас золотистыми. Были, но они у нее какие-то небольшие. Высоту она 5-6 сантиметров растет. По скорости после коники обыкновенной, по скорости роста. А в ширину где-то 2-3, так вот. Но я посмотрю, в этом году она мне почти не наросла. И еще одна елочка, которую я вам хотела показать обязательно. Очень мне она нравится. Это елочка Ялако Голд. Сейчас покажу ее. Очень мне понравилась эта елочка. Я ее покупала, Ялако Голд. Вот она тут недалеко от Сандерс Блю растет у меня. Покупала на свой страх и риск, потому что сказали, сорт новый, непонятный, как растет и что и как. Никто мне толком не рассказал. Сказали, читайте характеристики. Ну, характеристики я почитала, посмотрела. Сейчас вам расскажу. Во-первых, приросты у нее немножко другие, чем у Майнголд. Так, у нас прямо сильно шумно. Сейчас послушаю, получилось снять или не получилось. Она более пушистенькая, такая набитая. Это аналог елочки, знаете, какой? Не деформис, только канадской. То есть она имеет... Мия там остальных загнала в дом. Собак гавкают, мешают. Подушка видная, гнездовидная, то есть с возрастом будет как гнездо. По центру у нее тут будет такое, как углубление. Сейчас же она маленькая еще. Я купила там вообще 2 веточки. Я вам в прошлом году весной снимала там, ну, такая меньше ладошки. Она подросла, и мне кажется, довольно нормально. Подросла, наросла. У нее сами хвоиночки, мне кажется, пышнее, более часто иголочки, тоже до сантиметра. Приросты у нее где-то 5 сантиметров, 3 сантиметра в высоту и в ширину, как и не деформис, больше чуть-чуть. То есть не 3, допустим, вверх, а 6. Но посмотрим в этом году. В прошлом она у меня еще как укоренялась, приходила в себя. Крадется. Прогоняю, крадется. Все. Давай, помогай рассказывать. Что еще хотела сказать? Что она как-то лучше адаптировалась, лучше всех моих вот этих новых покупок канадских елочек. Посмотрим в этом году, какая она. Так, Мия, мешаешь ты, грязные уже какие-то. Ялако Голд сорт, если найдете, и если вам нужна как раз в микс бордер какая-то подушковидная елочка маленькая, будет очень хороша. Прикреплю, я прикрепляю сейчас ее весенние цвета, как она в молодых приростах. Они немножко другие, как я сказала, как у Майнголд. Там больше золотистого желтизны, а тут кремово такие, чуть-чуть золотистого. Травинку нашла. Не хватает им зелени. Вот так. Из всех елочек мне нравится, наверное, больше всех вот эта Ялако Голд. Пока, во всяком случае.
И коники, которые возле дома, потому что они уже такие подрощенные, большие. Сандерс Блю тут посажено, чтобы с Хупси они мне дружили. Хупси прямо на солнышке красивенная. И на фоне Мии белой тоже красивая. Ну что, на сегодня все. Порассказывала вам про свои канадские елочки. Что будет в следующем видео, я не знаю. Так тепло. Ну, а я пошла луки наконец-то свои сажать. Так и не посадила вчера их. Место нашла, выбрала. Ямы уже даже выкопала. Но не посадила. Так, сегодня мне еще деготь этот поискать надо где-то. Всего хорошего. Уже понемножку работаю в саду. Особенно, когда такая работа, когда такая погода теплая. Прямо хочется что-то делать. Хочется улучшать свой сад. Он всегда кажется, что несовершенен, да? Кажется, еще то надо доделать. Ну что, на этом, я думаю, сегодняшняя моя история про канадские елочки будет закончена. Впереди нас ждет еще много интересного и красивого, и цветов, и кустарников, и хвойных. Встретимся совсем скоро, через несколько видео. Если такая погода и будет аномальная, я прямо не знаю, чего ждать и весной. Заморозков опять поздних не хотелось бы, но все может быть. Поэтому приготовьте агроволокно. Если что, будем закрывать. Как в том году я бегала, то ли рододендроны расцвевшие, то ли пионы закрывать, то ли магнолию. В итоге морозом у меня попортилось все. Ну, будем смотреть, что у нас будет впереди. Всего хорошего!